Понимаете, идея в чем заключается? У нас есть очень искренняя вера как бы в сердце, что близкие нам даны прежде всего для того, чтобы мы были с ними счастливыми. Так? Для счастья дается близкий человек. Мы так верим в это. Но знаете, в Ведах говорится совсем другое. В Ведах говорится, что близкий человек дается прежде всего для наказания. И он является главным палачом в руках нашей судьбы. Вот эта девушка красивая такая, девушка моей мечты, королева красоты, которая как бы за тебя такая невинная, такая смиренная, за тебя выходит замуж, она будет главным палачом твоей судьбы. И этот такой вот хороший парень такой, хороший человек такой, любимый такой, хороший, надежный, он будет главным палачом твоей судьбы. Спасибо. И не потому, что он так хочет. Вот спросите, допустим, у близкого человека, хочет он быть палачом твоей судьбы или нет? Он скажет, нет, не хочу. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Но почему же он становится палачом? Почему он же так мучает? Потому что так положено. Я изучал серьезно эту тему и увидел, что есть высшие силы, которые действуют через психику близкого человека. У него в сердце появляется сильная жажда что-то тебе сказать. Такая сильная жажда, просто невыносимая. И ты начинаешь говорить это близкому человеку, он мучается от твоих слов, а ты ничего с собой не можешь сделать. Так действует эта штука, понимаете? Поэтому первое правило в чем заключается? Как относиться с палачом? Ага. Как с палачом отношения строить, знаете? Надо капитуляцию сделать полную. Сдаваться. Иначе ничего не получится. Поэтому самое первое, что человек должен понять в семейной жизни, что он должен учиться смирению по отношению, не доказывать ему свою правоту, а смирению по отношению к агрессии своего близкого человека. Эта агрессия санкционирована свыше, чтобы вы знали. Я уже вам рассказывал на лекции о том, как я увидел, как на мою жену действуют высшие силы, чтобы она ругала меня. И когда это увидел, я этим высшим силам отдал свои поклоны. И она сразу успокоилась тут же. Я понял, как работает система на личном опыте. И теперь вам его передаю. Это большой концерт, понимаете, который не нами делается. Это подтверждено одной личностью ведической. Эту личность зовут Бхишма. Это самый мудрый, один из самых мудрых людей на земле. Знаете, как Бхишма появился на свет? Ганга, знаете, река Ганга, это личность. Она это очень красивая личность. И она один раз вышла, чтобы зачать ребенка с царем. Ну, то есть божественные эти личности могут появляться перед нами. И она создала семью и жила в семейной жизни с царем, с одним. Это описано в Ведах. Это было порядка больше 5000 лет назад, 5300 где-то лет назад где-то это было. И она зачала с ним одного ребенка, которого назвали Бхишма, то есть или обеты которого непреклонны. Знаете, где Бхишма воспитывался? Он воспитывался на высших планетах. Он получал там образование. Когда он оттуда спустился с высших планет, чтобы дальше уже управлять государством, то его отец спросил его, как там вообще живут эти высшие живые существа. И знаете, он что сказал? Вот точно так же, как мы управляем судьбами тараканов, которые ползают по полу, и мы решаем, задавить их или нет, то точно так же эти высшие живые существа управляют нашими судьбами. Мы фактически как куклы в их руках. Это его слова. Поэтому, если вы видите, что на вас близкий человек разывает варюшку, пожалуйста, ничему не удивляйтесь. Не думайте, что вам не повезло. Просто знайте, что на него действует необъятная сила. И эта сила призвана наказать тебя.
Поэтому первое, что происходит в жизни, в отношениях семейных, каждый друг друга наказывает. А второе, что происходит в семейных отношениях, если ты наказание принял, дальше начинается любовь уже. И она может продлиться уже всю жизнь. Надо просто принять наказание от близкого человека, принять судьбу, понимаете? Смиренно к ней отнестись. Не думать, что это он виноват в моих проблемах. Это спектакль, который мы никогда не разгадаем. Никогда.